Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июля 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И нужно сказать, что с середины июля, словно реальность начинает преломляться, что-то меняется, и это будет сопряжено с событиями, астрологическими событиями, которые так или иначе будут влиять на нас всех. Обстановка может быть быстро, как будто меняющийся, и это будет вторично добавлять нам каких-то задач. Конечно, много явлений, которые словно сконцентрировались, как и на второй половине июля, задавая тон до конца года, так и, в принципе, уже были к этому предпосылки, как, например, Сатурн у нас перешел в знак Рыб, а Сатурн – это планета порядка, планета власти. Юпитер тоже планета, хоть и называют планетой счастья, но это та планета, которая все увеличивает, и тем не менее она любит порядок. Она перешла в знак Тельца в конце мая. И здесь еще какой-то порядок сам по себе не отстроился. Это какие-то предпосылки, словно, знаете, как преамбула заложилась. Но вот теперь в июле начинают таким образом разворачиваться события, что лунные узлы, кармические узлы, то, что мы называем осью дракона, начинают менять знаки. Если прежде Телец и Скорпион, то теперь у нас Овен и Весы. И если мы говорим про дракона, ось дракона, существует северный узел и южный узел. Вот северный – это как раз голова дракона, то есть это то направление, в сторону которого мы идем. Ну, а хвост – это проигрывающая часть или проигрывающая энергия, то, что мы оставляем позади. И вот здесь мы движемся в сторону энергии Овнов. Овен – это отстаивание собственных позиций, собственных интересов. Это когда умеем поставить себя где-то на первое место. Но я думаю, мои дорогие львы, тут с этим у вас проблем может быть и нет. Но, значит, ваши энергии где-то могут удваиваться, утраиваться. И если мы говорим свобода выбора, тут ведь это не только в отношении нас проигрывается. Это у каждого человека будут точности такие же задачи. Нам захочется именно какого-то личного самовыражения. Импульсивность какая-то будет сопутствовать, как и в принятии решений, так и, знаете, такие сильные горячие энергии могут провоцировать где-то конфликт. А если по весам, а весы – это у нас гармония, и вот она где-то проигрывает, поэтому дипломатии нам всем может как раз-таки не хватать. И это продлится у нас до января 2025 года. Сюрпризы на этом совершенно не заканчиваются. И если мы говорим, что сейчас Венера как раз в вашем знаке, и в основном это ось отношений и финансов выступает на первый план. Где я или каким образом могу заработать деньги. Или с кем я в партнерских отношениях. И любые партнерские отношения. Как по бизнесу, как по работе. Как это вопрос, может быть, коллег, взаимодействия нашего какого-то социума. Так и вопросы личной жизни на первый план. И вот если у нас Венера уходит в ретроградное движение с 23 июля, значит, какие-то вопросы, связанные с прошлым, нам словно о себе могут напомнить. Мы думали, что мы их уже решили, закончили, закрыли. Нет, здесь что-то к нам может вернуться, как в какой-то информации или в документальном выражении, или конкретный человек. 23 числа еще у нас будет Меркурий встречаться с черной луной или Лилит. И надо сказать, как раз когда Солнце войдет в ваш знак, мои дорогие львы и львицы, тоже присоединится Лилит. И на вас особенно будет влиять вот это присоединение, такая своеобразная встреча. Ведь что такое Лилит или черная луна? Это то, чего практически нет. Это то зазеркалье или это то, что в нас скрыто. В разы усиливается огненная энергия Солнца и стремится выдать какую-то информацию, если мы говорим в последующем 23-го присоединяется к Меркурию, то здесь у нас не только та информация, которая касается, предположим, нашей жизни или наших каких-то свершений, это будет оказывать влияние на всех абсолютно людей, представителей всех знаков зодиака. И если по Меркурию, к нему точнее присоединяется вот эта самая Лилит, здесь можно ожидать как и каких-то фейков или разрозненных новостей, какой-то
какой-то непонятной сумбурной информации. Вот это время, когда люди, для которых тяжело, может быть, выдерживать какое-то физическое, психологическое, нервное напряжение, им будет значительно сложнее адаптироваться в каких-то новых условиях. И условия действительно новые, но нет пока еще порядка, он не отстроится за июль, он будет где-то продолжаться, вот этот вот период какой-то турбулентности, как минимум до конца 2023 года. Дальше я не беру, но дальше вряд ли будет намного спокойнее, увы, нет. И поэтому нам нужно принять какую-то реальность. Нам нужно быть очень такими здравомыслящими реалистами, не одевать где-то розовых очков, не замыливать себе глаза эмоциями, как со знаком плюс или минус, впадая в какую-то философию. Нужно почаще себе задавать вопрос, а что в реалиях. И может быть я хочу чего-то там грандиозного, но есть какая-то реальность, и ее нужно принять. Мы ждем часто, так человек устроен, что каким-то определенным образом к нам придут возможности. И вот они все не приходят, а мы все ждем. А фокус-то вот в том как раз, что нам, как правило, Вселенная преподносит возможность совершенно не в том виде, как мы могли даже предполагать. И вот умело провзаимодействовать на весь оставшийся до конца года период с теми возможностями, которые нам дает судьба. От чего-то не отвернуться, чем-то успеть воспользоваться. Для нас это тоже все в приоритете. Новые правила игры. Интересный турбулентный период, и порядок еще пока, увы, не отстраивается. И как по нулевому аркану у нас происходит хаос в начале творения. Вот какая-то подобная ситуация нас всех может ожидать. Просто для вас, мои дорогие, у вас это как бы вот с вашим присутствием, солнце точнее, в вашем знаке, и ведь всегда знак льва, вообще лев как будто пришел на землю для того, чтобы всех научить, как нужно правильно жить, или что можно жить хорошо, красиво, наслаждаясь жизнью. И здесь вот эта вся турбулентность как раз сопряжена в тот момент, когда солнце идет по вашему знаку, и к нему еще присоединяются такие сложные аспекты, как черная луна и другие планеты, тоже как бы с ретроградным движением, ну, к примеру, даже Венера, ставя перед нами какие-то совершенно новые задачи. Но энергетика, вот вам переворачивается карта победителя, то есть лев победитель по умолчанию, априори, но, видимо, все равно какие-то усилия придется затратить. И, кстати, эта карта говорит не то, что даже мы какую-то победу одержим, а то, что победа как будто уже есть, но нам придется потратить силы, чтобы ее удержать. 50% успеха что-то словно завоевать. А вот ты попробуй удержи заданные позиции. Вот, наверное, карта переворачивается. И где-то вам об этом хочет сказать. Но мы идем дальше. Я надеюсь, ваша интуиция как раз поможет вам с образами карт соединить какой-то пазл. Или что у вас сейчас в обстоятельствах вашей жизни присутствует. Итак, что придет в мою жизнь, а что уйдет? Или, может быть, мы что-то завершим? Чем дело кончится? А чем сердце успокоится? Что от меня скрыто? И мы достанем 3 карты, это будут как 3 события или, может быть, одно в какой-то последовательности. Ну, что-то же нам скажут карты до конца июля. Смотрим энергетику, что придет. Скучать вам будет некогда, правда, информации будет много, но смею надеяться, с 8 жезлов это есть какая-то все-таки большая определенность, это есть конкретика. Жезлы, по крайней мере, мы знаем, чего мы хотим, чего мы не хотим, но, видимо, в каком-то контексте, вот с пониманием ну, происходящего, как минимум, к нам придет информация, и чего-то мы не сможем отложить на потом. Может быть, это будет означать, что мы куда-то спешно засобираемся и поедем. Или, может быть, мы не собирались уезжать или переезжать, а вот здесь мы можем словно пересмотреть что-то на 180 градусов. И в целом мы идем по ситуации. Но в первую очередь именно та информация, которую мы получаем, будет определять качество где-то даже, может быть, жизни или направление наших действий до конца июля. А что уйдет?
Глухая какая-то оборона уйдет. Уйдет, вот когда мы какое-то время словно были, ну, обособлялись, может быть, или какое-то время поставили себя самого, саму на паузу словно и наблюдали за тем, что происходит. А здесь нам придется выйти из этого укрытия и стать активным участником процесса. Об этом нам как раз и говорит восьмерка жезлов. Видите, как у вас. И сначала у нас выпадает восьмерка, а потом у нас выпадает девятка. Девятка — это всегда какие-то перемены в событиях. И если у нас обратный как будто отчет, я могу предположить, что какими-то вопросами, которые не новые, а по какой-то старой либо программе, по старому вопросу, по старым взаимоотношениям, или вот, ну, что-то с элементом, то, что для вас уже было знакомо или уже было на повестке дня, в любом варианте, в любой сфере жизни, как будто придется решать заново, или участвовать, или какой-то, может быть, по документам вопрос согласовывать, вполне вероятно, или, скорее всего, это будет своего рода завершение для того, чтобы взять низкий старт в какое-то будущее. Или вот перевернулась нам карта победителя. Как раз это удерживать где-то свои собственные позиции, не рисковать собой и вместе с тем какие-то активные действия нам придется предпринимать. Чем дело кончится? Мы закроем все-таки в прошлое дверь. Гештальт вы какой-то закрываете. Десятка мечей — это когда вот эта темнота у нас просто уйдет из нашей жизни. Значит, все будет становиться, по крайней мере, может быть, не сразу в одну кучу, но как-то постепенно тайное становится явным, или какие-то процессы, которые в вашей жизни касаются, для вас будут очевидными. Вам захочется уйти от прошлого, потому что вы будете четко понимать, что я буду делать дальше. Вот какая-то ориентировка на будущее для вас прояснится, это точно. И вместе с ней уйдут какие-то разочарования, может быть, какая-то боль, может быть, болезненная ситуация, может быть, тот период, когда мы практически были как обездвижены, или у нас не было возможности что-то сделать. У каждого такой период бывает в жизни. Или, может быть, это касается какой-то разочаровывающей истории, именно касаемой вашей какой-то личной, любовной истории. Или это могла быть история по части работы тоже. Но здесь все то, что с минусом, то, что было прежде, не имеет уже значения. И чем дело заканчивается? Тем, что мы закрываем в прошлое дверь. Вот и все. Чем сердце успокоится? Ну, будут и поводы для радости, может быть, признание в любви, будут какие-то радостные моменты, будут улыбки на лице, будут комплименты, будет, наверное, вот эта амброзия через край, которая показана на карте, как переливается через кубок, и будут прекрасные какие-то события или, я бы сказала, новости. Информация может быть разрозненной, это я повторяюсь, и она может быть хаотичной в течение не только до конца июля, это до конца года может быть, но, видимо, будут и те события с новостями, которые вас вдохновят, порадуют, мои дорогие, или признание любви, или просто какая-то ваша личная история с большим вот таким кубком счастья, мои дорогие. Правда, что-то доброе, хорошее, светлое, чем сердце успокоится радостью и счастьем. И, я надеюсь, любовью. Что скрыто от меня? Знаете, скрыта пятерка пентаклей — это мелкая карта, и тут два значения, как какой-то финансовый недостаток. Вообще нет ничего, что от вас бы кто-то скрывал, я должна сказать. Или может человек какой-то вам не рассказывать, допустим, свою историю финансовую какую-то. Может быть, у человека сейчас на данный момент не очень все хорошо, но он старается из последних сил и вам не хочет подавать вида. Ну вот разве что вот какой-то такой момент. Или человек, может быть, с вами не выходит на какой-то больно тесный контакт, потому что тоже он не имеет буквально финансовых средств. Но это, я думаю, буквально 1-2%, которые, а то и меньше, для которых это значение может проиграться. Это, скорее всего, ваши скрытые мысли или, может быть, сомнения по поводу того, что насколько
надежная будет финансовая ситуация, или как мне не допустить вот какого-то пролапса по деньгам, или как мне преодолеть, может быть, какую-то финансовую брешь. Все зависит от того, какие вопросы вы ставите. По этой карте проходит также еще и недопонимание, может быть, отсутствие взаимопонимания на том уровне, как вам бы хотелось. И здесь бывает часто это эмоциональный холод, который не дает нам, ну вот, проявить какую-то искренность. Или если мы в отношении какого-то человека чувствуем вот такой холод, мы тоже ему перестаем доверять и думаем, что ну где-то в его голове два пишем, три в уме. Вот такие вот энергии, когда вы можете в принципе в ком-то сомневаться. Просто, может быть, есть в вашей жизни люди, и это может проигрываться в любой сфере жизни, которым вы просто не доверяете, которые с вами как неискренне. А может быть, это, знаете, для кого-то из вас и ситуация, предположим, на работе, когда по какой-то причине мой оклад вдруг уменьшился, обещано было совершенно другое. И причина непонятна, и предупредить никто не предупредил. И вот это, кстати, может быть побудительным мотивом к тому, чтобы вы начали что-то менять в своей жизненной истории. И я могу предположить, что вы начнете продумывать, как работать на самого себя. Вполне вероятно, потому что захочется именно руководить этим процессом, а не быть в позе где-то ожидаемого. Давайте посмотрим, каковы события. Но деньги будут, нам уже говорят, собственно, нам и тут сказали, что нет, если у нас выпадает туз кубков, как-то баланс у нас точно по всем сферам жизни будет. И девятка пентаклей, деньги есть, но деньги мы не тратим. Наша задача, наверное, вот еще одна пятерка кубков, то есть есть какие-то сожаления. Это могут быть какие-то сожаления о прошлом, или я так больше вижу выход, скорее всего, из какой-то патовой ситуации, которая была, ну, такая, знаете, словно замерзшая, застывшая, или она не развивалась каким-то образом ни вперед, ни назад. И сама по себе она больше какой-то деструктивной энергии несла. Может быть, вы не могли какое-то время исправить какую-либо ситуацию. Она от вас не зависела. И уйти или выйти из нее вы тоже не могли. И вот теперь наступает то время, когда мы просто развернемся на 180 градусов и пойдем своей дорогой. Причем у нас как будто есть новый план, правда. У кого-то может проиграться новая работа, или я буду работать сам на себя. Но точно у вас есть какой-то новый проект, мои дорогие львы и львицы, и вы как будто четко знаете, что мне делать. И также четко знаете, чего мне не делать, чем я не хочу заниматься. Все, хватит, точка, баста. Вы действительно закрываете в прошлое дверь, и по работе как будто тоже нет возврата назад. У кого-то это и в отношениях может проиграться, но у кого-то конкретно в выражении личных амбиций в хорошем смысле. Но так или иначе деньги будут. Хладнокровие где-то, где-то материализм, расчет. Видимо, вы будете в таких энергиях, по крайней мере, то, что будет касаться денег, финансов, вам будет, ну, придется, видимо, в таких энергиях быть. И знаете, повторюсь, наверное, но финансы мы не тратим. Впереди перемены. Девятка – это мы словно на пороге. И поэтому какие-то, ну, видимо, сюрпризы не заканчиваются. Продолжение у нас следует, как и может быть и по личной жизни, так и в плане наших личных амбиций, я имею в виду бизнес, работу. И, видимо, будет продолжение в августе. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, мои дорогие, и любимы всегда.